Вот вы видели, что масок у нас очень много, да? И первое, что очень интересно, все спрашивают, что такая маленькая, почему такая цена. Поэтому я вот решила вам ее показать, чтобы вы ее попробовали, увидели и поняли, почему такая цена. Эта маска 100% натуральная. Здесь экстракт морского ежа, скажем, икра морского ежа, которая высушена и превращена в порошок. Вот я вам сейчас дам понюхать ее. Пахнет невкусно, так чуть запах, как в рыбном магазине. Ну, еж там морской, поэтому... Икра красная тоже так пахнет, правда? Да? Запах красной икры. Компания предлагает нам эту маску развести на 3 применения. То есть 3 применения мы с этой маской. Я хочу вам показать, что на самом деле она хватает на дольше. И эта маска для всего лица. Можно ее использовать и на область вокруг век. Вот я взяла совсем чуть-чуть, но я уже думаю, что даже если на все лицо, да, это уже много. Берем теплую водичку, не обязательно кипяченую, можно даже из-под крана прямо. И добавляем по чуть-чуть водички. Я просто видела и в интернете очень много раз, как эту маску делают. И скажу вам, что я, когда дома попробовала, оно немножко другое. То есть я поняла, что даже там вот в интернете не все правильно ее развели. И если другие вот такие растворимые маски, мы вам обычно рекомендуем, что подготовьте лицо, да, умойтесь, уберите волосы, там все-все-все, а потом разводите маску, да, то вот про эту маску я могу сказать, то эту маску можете сначала развести маску, а потом умываться, потому что ее важно оставить прямо, потому вот эти икринки, они же высушены, да, и они начинают в себя впитывать воду. И из маленького количества, вы видели, что мы совсем чуть-чуть положили, у вас получится очень много маски. Опять же, вот я обычно всегда говорю, что если компания рекомендует маску использовать за раз, ее надо за раз, у нас все экономят. Вот сейчас я скажу обратное. Вот компания рекомендует на 3 раза, я думаю, что спокойно получится все 6 раз и на все лицо. Вот нужно постараться, чтобы у вас, вот так ее развести, чтобы у вас получилось прямо вот такое вот желе. Оно получается такое вот желе равномерное. Чтобы его так долго не мешать, дома прям можете наливать водичку по чуть-чуть, оно само разбухает, можно не сидеть вот так, оно само разбухает, разбухает и разбухает. И получается очень большое количество. Я, конечно же, лентяйка, да, и я бы не игралась вот так вот с этой маской. У меня нету столько много времени, чтобы вот так вот сидеть это все размешивать. Но, опять же, я размешала, попробовала для того, чтобы понимать, да, что я предлагаю, что я рекомендую. И я была удивлена эффектом. Очень-очень сильно. У меня есть 2 еще такие вот любимые маски, которые тоже нужно разводить. И я их развожу, потому что я вижу эффект. Это вот у нас есть маска с альгинатом, да, тоже 100% натуральная. У нас есть маска с семян морских водорослей. Там вообще тоже очень интересный эффект, обалденный. То есть просто натуральный продукт. К сожалению, там семена укропа мы можем собрать, семена морских водорослей нет, поэтому приходится покупать их в пакетике. Да, то есть вот смотрите, эти икринки, вот я размешиваю. Я сейчас, надо было быстрее размешивать, да, ну или оставить немножко, чтобы они разбухли. Но получается вот такое вот равномерное, как желе. Да, то есть еще буду добавлять воду, еще больше ее становится. Красной икрой пахнет, на хлеб не мазать.
вот мне еще здесь, которые не разбухли, то есть ее получается очень-очень много из маленького количества. И я считаю, что можно хотя бы раз в неделю развести такую штучку и хотя бы на область вокруг глаз, хотя бы. Потому что мы знаем, что это самая такая вот область, которая страдает. Обалденный эффект, когда вы наносите на губы с возрастом, да, губы становятся более тонкие. Не у всех, но у большинства женщин появляются морщинки на коже вокруг губ. Да, то, что сразу тоже дает такой усталый, стареющий вид, скажем, к сожалению, да. Вот эта маска супер работает. Вот смотрите, получается вот практически вот такой вот, видите, желе равномерное. И очень маленькое количество, вот этого количества маски уже хватит на все лицо и на зону декольте даже. На шею. Да, то есть это... Мы сейчас нанесем эту маску, чтобы вы увидели эффект. К сожалению, вот не пришло ни одной дамы, чтобы были прям такие выраженные морщины. Не буду наносить на все лицо, я нанесу только на область вокруг глаз, потому что потом надо, достаточно сложный процесс умывания, надо под краном, да, чтобы мы не мучили нашу модель. Это маска темные круги, да? Темные круги нет. Я вам сейчас покажу, что убирает темные круги. Круги нет, но имеет эффект лифтинга. Как она их уменьшит? Но скажу так, темный, вот она уже гуще. Видите, как впитывает? Еще воду можно добавлять, еще. То есть маленькое количество, она уже очень густая, ее еще можно размешать. То есть вот эти иглинки впитывают. Информация, что только на 3 раза, без информации. Темные круги это проблема не только косметическая, чтобы вы понимали, да? Как и морщины в принципе, но темные круги, как правило, сигнал, что есть какие-то проблемы со здоровьем сердца, почки и не только, да, усталость. Поэтому нужно убирать причину появления темных кругов. Но есть косметические средства, которые уменьшают, видимо, эти темные круги. И у нас есть и крема для кожи вокруг глаз, которые уменьшают. Например, Ботолюкс маленький. Да, вот кто его пробовал, он очень хорошо уменьшает. Я протру тоником, и перед этим нашу модель умыли. И вот сейчас я не буду, а дома можете нанести даже на веко, на верхнее веко. То есть эту маску можно, но тоненьким слоем. И вот так вот себе нанесли, и в принципе можно продолжать делать свои домашние дела. Заниматься своими делами, а маска в это время у вас работает. Видите, она практически вся на месте. Но она хороша тем, что она не портится. Главное закрыть герметично, чтобы влага не попала. Ее, вы видели, какая маленькая, удобно с собой куда-то взять, если вы куда-то едете. И скажу про себя, я реально всем говорю, соблюдайте, нужно 1-2 раза в неделю, не делай это, потому что нужно с внуком поиграться, сыну рубашку погладить, на работу пойти, да, обед сварить, убрать, и так далее, и так далее. И когда я смотрю в зеркало, я понимаю, что сегодня надо выйти в люди, нормальные. Раз намазала, и все, она с одного раза сразу приводит вас в порядок. И, как я уже сказала, я дома не сижу, вот так не размешиваю. Я чуть-чуть размешала первый раз, налила воды, оставляю, чтобы она напилась воды, опять чуть-чуть размешала, да, опять чуть-чуть. Вот она становится все больше и больше. Смотрите, она опять густеет. Да, то есть все больше и больше, и маленькой капельки не хватает на все лицо и на шею. И хватает она гораздо на больше применений, чем вот описано от компании. Потому что
мы ее когда снимем с лица, мы уже второй раз ее применять не будем. И поэтому А если вот осталось в миске, можно поставить в холодильник? она высохнет у вас потом. Вот как икра красная, вы поставили в холодильник и... Нет, вы Еще надо маленькую посидите чуть-чуть. Еще у нас новинки, которые есть, которые меня очень поразили. Кто знает, у нас вот такие вот подобные патчи, да, были в слой, потому что смывается она достаточно долго. Как я уже говорила, она впитывает в себя. Я сейчас не буду сразу модель умывать, я снимаю вам, чтобы вам показать разницу. И нанесем на вторую часть лица, но попрошу кого-то мне помочь. Что делать? На вторую половинку нанести, чтобы она не задержала. Уже ушла уже домой красивая. Сразу видно. Ну вот я хочу, чтобы вы подошли. Видно оттуда, да? Как изменилась текстура кожи, да? Насколько вот кожа стала здоровая, молодая. Согласна, что цвет лица влияет, да? Вот там. Ну и естественные морщинки. Конечно. Дайте зеркало. А? Дайте ей зеркало. Да. Есть это? Есть большое. Есть. Насколько, то есть вот вы видели в слайде, это было показано, да, там можно было предположить, что какой-то фотошоп отбелили. Вот вам наглядно видно, насколько белее лицо. А чувства какие у вас? Ощущение. Ощущения? Пахнет рыбой. Больше никаких. Нет, местно. Чувствуешь? Немножко из Кожа цапли. потянулась.